Вновь вас приветствует канал «Это не диалоги о рыбалке». Ну и снова здравствуйте, с вами вновь я, Костян. Сегодня мы идем вверх по Енисею, какое-то количество километров точно не скажу. В той стороне я не был уже 100 лет. Посмотрим, что там будет. Есть некоторые такие расчеты, что можно там что-то добыть. Буду я до вечера. Сейчас уже обед. До обеда были дела, просто не мог вырваться. Туруханск остался уже позади, а мне еще пилякать. Встречи на лунках. Фотоаппарат у меня замазанный, не знаю, удастся, нет, подъехать. Да не успею, наверное, вон леса бегает, чернобурка даже походу. Ну, в тальники за ней я не полезу. Вон она пошла. О, снарт ты все потерял. Ну вот абсолютно другой водоем. Ну, картина практически та же самая. Та же мелкая плотвичка. Сорожка. Так же само. Не обращает внимания. Тоже ёрш вон один крутится. Крупной рыбы нет. Сюда приехал вообще в расчете, думал, что здесь будет сик. Как обычно, он здесь летом неплохо ловится. Но пока не вижу ни одного. Ну и вечером я здесь поконтачу налима. Время уже 2:30. Налим подойдет примерно часов в 5. Будем ждать налима. Может, хоть одного сига дождусь, не знаю. В том году я парочку тут поймал зимой. Примерно в это же время. С сорогой у нас зимой практически везде одинаково. Вот такая вот беда. Куда крупняк уходит, непонятно. Но его тут нет. А мелочь не берет. Чуть-чуть вот пощипает. Опа! Вот такая сорога. Офигенно крупная. Вот. Пока отпущу, буду надеяться, что я ёршиков поймаю на наживку. Поиграю, может, все-таки сик придет какой издалека. Опять такая же маленькая. Вот такая сорога офигенная. Толку, что ее тут много. Она вся мелкая. Камеру настраивал на конус. Опа. Чуть-чуть покрупнее. Оставлю, наверное, на наживку или что.
Отпущу пока еще тоже. Сейчас наберу в этот кан водички, а потом буду оставлять каких чуть покрупней. Камеру настраивал я на конус. И получается так, что конусом бьешь, муть поднимается и ни хрена в камеру не видно. Так что налима не получится заснять. Так он хватает. Ёрш крупный подплыл. Не реагирует тоже на мормышку. Ёршик его постучал, подходит вроде. Давай, давай, ты мне нужен. Не берет. Давай, давай, ёршик. Давай, вот она, вот она. Кушай. Кушай ее. Вот слепошарый, блин. Ух, ёрш. Почему ёрш-то не клюет? Штук десяток поймать, чтоб на наживку хватило. Ну что сказать. Тут я ловлю. Мелкое, но оно ловится, когда удается подсечь. Чаще, конечно, пустые промашки. Много ерша на дне ходит, но ерш не клюет почему-то. Просто ходит, тусуется. О, попал. Это второй ёршик, которого я здесь поймал. Еще в садок посадил штуки 3 сорожки, наверное. Такие, чуть-чуть побольше, которые были. Маленьких всех отпускаю. Смысла нет их брать. Снегоход идет. Слышно гудит, вроде рано еще налима контачить. Так ни одной крупной рыбы я не видел. Не проходила ни мимо, не подходила к прикормке. Вот только эта мелочь тусит и все. Сейчас попробую еще минут 20 блесенкой подергать. Может, все-таки какой сик, где недалеко среагирует. Думаю, он бы тоже уже сюда подошел бы от любопытства. Видал тугуна одного, тугун проплывал. А может и сижок мелкий совсем. Ну что-то такое было. Посмотрим, как сегодня будет с налимом. Но тут тоже говорят, налим мелкий. Редко покрупнее попадает. Раздраконил ерша вот на такую блесну. Уже поймал 3 штуки крупных ершика. Херачит, хватает ее. Снегоходы посъехались в балки. Наживку ловить, видимо, потом контачить будут. Ерш, ага, странно хапот на блесну. Где ты там, не вижу тебя. Оп! О, ёршик. Ёршик хапает, тройник. Ну, на тройник я поднаживил червячка, конечно. На мормышку они даже внимания не обращали. А на блесенку хапают.
Так, тринь, стучу по дну, он раз подходит. Есть ёрш. Клюет. Мне, в принципе, думаю, уже хватает наживки. Сохранить для перемета я его все равно не смогу. Думал, сига или еще кого раздразню. Но так и нифига. Кроме ерша никто не берет. О, крупненький. Ага, два. Один другого отогнал. Сам не взял. О, идет, кусает. Эть! Есть. Вот, оказывается, на что ерша-то ловить надо. Век не знал, что он будет так на блесну реагировать. Все-таки камера — это нужная вещь. А то многие там трындят. О, да нахера, да зачем, да вмешиваться в подводный мир. Я ж вас не заставляю. Мне самому интересно. А то, что я себе подарил на день рождения камеру, это вообще никого не должно волновать, как я думаю. Ну что, начнем рыбалку. Настроим фонарики. Была поклевка. Оп. Оп. Есть. Красавчик. Ну-ка, стойка. Не дергайся. А то со шмелем тут мы с тобой пообожгем все нафиг. Хапнул хорошо. Вообще прям здорово. Ёрш у него остался. Так. Жаль, поклевку той камерой не снять. Так как она муть поднимает, и ни хрена не видно. Конус поднимает муть. Ударчик хороший был. Я тут был не готов маленько. Ни фонарик, ничего не включено было. Так, что у нас со временем? Время 25:06. Чуть-чуть с опозданием он тут. Там мужики в реке сидят. Скорее всего, уже полчаса назад начали ловить. До меня только дошел. Ну да похрен. Часиков до 7, до пол-8 посижу. Со светом, интересно, подойдет, нет. Но я по камере смотрел. Фонарик подставлял прям к краю лунки. Там на дне кое-как так свет попадал, освещал. Хотя глубина тут 1,5-2 всего. Вода идеально чистая, кристально прям. Резко шмякнул. Опа. Нет, ёршик остался. На следующий раз. Лунку снега киданул, чтоб тут не так отбликивало туда от света от этого. Ждем.
шмель. Так сегодня для общего комфорта. На улице в принципе тепло, там 12 или 13 градусов. Все равно со шмелем комфортней. Что-то, блин, ни хрена. Уже полчаса вообще впустую. Надо было мне все-таки на свое место ехать. Новые места. Постоянно какие-то косяки с ними. Может, просто не там сел. Здесь я сел в расчете то, что стишка поймаю. А стишка не было. Даже в эфире не появлялся. Давай, давай. Давай. Ах ты, мать твою. Ты чё, блин? Давай хапай. Давай, давай. Что-то как-то вообще неохотно. Тын-тын, тын-тын. И нифига. Потрогал и не взял. Ту ё-моё. Конус хрен пойми как запутал. Вот черт. А я сижу, стучу. А он не бум-бум там. Наверное, теперь уже поздно. Отошел, наверное. Вот ё-моё. Будем считать, что он совсем мелкий был. Это нездоровая фигня. Опять 2 раза потрогал и отпустил. Угу. Это глист. И какой худющий какой. Ё-моё, тебя что, не кормили, что ли? Кое-как его уболтал. Елки-палки. Так, чтоб ты не изгибался. Тут у меня ножовыми опять ёршика и кряненького. Давай, ёршик, работай. Так, чуть-чуточку. Только, говорят, эти морозы только спали. Здесь хорошо крупный налим шел. Некогда было ездить в то время сюда. Блин, прозевал. Оп, нет, еще хватает. Черт возьми. Что такое-то? Опять маленький, что ли, блин? Евростандарт. Опа. Дай-ка я эти почки отобью. Чтоб ты мне тут леску не мотал.
Я думаю, с какого раза он хапнул-то. Долго не мог прицелиться. Фонарика, батарейка начинает умирать. Ровно час работает. И начинает тухнуть. И время 6:30. Как раз час просветило и начала тускнеть. Один трофейный клюнь, и я домой поеду. Сразу же. Чтобы было интересно его тянуть оттуда. Не как этих люзгариков. Еще по 1,5 килограмма. Даже схватить по-взрослому не может. Пока включался, он, блин, бросил. Вот черт. Вроде так тутун 2 раза. Не успел я включиться и подсечь. Больше не нападает. Давай. Давай. Че за налим-то такой? Смотри, что не уходит, стоит тут. Да елки-палки, ты чтоб тебе. Че такой неуверенный-то? Дергает он удочку. Там походу вообще вот такая вот фигня. Подкинула ж. Просто держу, он крутится тут рядом. И уходит. О! Неужели, блин, засекся? Опять такой же худой. Ничего, кое-как уговорил. Что такое с тобой? Почему кушать не хочешь? Выпрямляйся. По стойке смирно. Так, ёршика можешь себе забрать. Ой, как, блин, уболтала. Так, что тут у нас? Хвостики есть еще, нет? Маленькие. Поменьше наживить хвостиком. Давай вперед. В принципе, размер-то 1,5 должен хватать нормально. А он что-то мозг парит. Ну, будем считать, что отловился. Отловился слабенько, но не пусто. Буду помаленьку собирать вещи. Удочку соберу в последнюю очередь. Так. Многие спрашивают, Костян, когда контачка, когда контачка. Вот контачка. Почему я мало езжу на контачку зимой?
Потому что это экономически просто невыгодно. Пока найдешь налима, спалишь очень-очень немало. А бензин чем-то надо отбивать. У нас это так. Не поймал налима, не отбил бензин. Все, на завтра тебе заправиться будет не на что просто. Вот так получается. Поэтому я рыбачу на перемет. А если контачу, то только рядышком. А рядышком клюет не очень. Как-то так. Такая фигня. Сейчас вот еще пару выездов куда-то сделаю. И все, в баке моем опустеет. И тогда уже будет другой совсем разговор. Ну и как всегда, с вами был канал «Это не диалоги рыбалки». С вами, как всегда, был я, Костян. В принципе, ну что, отловились и отловились. Не впустую. Чудное время провели. До встречи на канале. До встречи на реке. До встречи на какой-нибудь рыбалке. Всем ни хвоста, ни чешуи на ваших водоемах.